Мотоблок ДТЗ 470 БН, по-моему, что-то такое. Ну, в общем, первая, да, 470 БН. Вон. Первая поломка за 2 года. 2 сезона отработал нормально. Что случилось? Случилось следующее. Вот этот вот шлангочка, вот, видим, она просто-напросто лопнула. Вот ее надо менять. Почему, черт его знает. Ну, он у меня простоял месяц, я его не трогал. В общем, в чем суть? Надо снять фильтр масляный, вот эту вот колбочку пооткручивать и открутить бак. По-другому заменить всю эту трубку как-то невозможно. Ну, немножко, конечно, тут промазал производитель, но ничего страшного. Откручивать будем вот эти вот две гайки. Дальше здесь еще две гаечки, видим, по-моему, 2. Их тоже открутим, снимем вот этот бачок и будем менять эту шлангочку как-то. Я посмотрю, как это делается. Вот теперь давайте посмотрим. Снял бак, вот он, да. Две гайки вот этой открутил. И один болтик вот здесь вот открутил. Здесь болтик у нас вот такой вот длины, он длиннее, чем все остальные. Вот этот болт откручивать не надо, болт или винт. Вот этот тоже не надо. Вот этот винт, он придерживает, фиксирует вот эту вот железку. То есть кожух или защиту, как сказать. А вот этот болтик, он фиксирует корпус рычагов газа. Дальше смотрим. Снял я этот бак, уже отсоединил все. В общем, какая ерунда. Вот эта трубочка, которая тут была. Ну, думал сделать вставочку, чтобы удлинить, но в итоге нифига не получилось. Вот, вставку-то сделал, но шлангочка порепанная наглухо, я не знаю, будет видно, вон, видите, такие отверстия, даже не отверстия, а прорези уже. Ну, в общем, я так понимаю, это у нас из-за того, что высокая температура все-таки от поршневой, от двигателя идет, и его порепалось. Ну, вот видим, тут целая полоса, здесь он, в общем, весь он в негодность. Ставка не прошла. Нашел шланг вот такой, маслостойкий. Ну, в общем, что я сделал? Первое, взял вот такую вот пробочку, откусил от него кусочек и положил вот вместе с бензином. Ну, часа 2 она у меня лежала, уже испарилось все. Шланг какой был, такой он и остался. То есть ни мягкость, ни твердость он не приобрел, ничего. В общем, какой был он изначально, такой он и есть. Вот сейчас я его достану. Сейчас он, вот он. Упал, вылетел. Теперь длина вот этого вот старого была где-то 24 сантиметра. Я отрезал шлангочку на 30 даже сантиметров. То есть для чего? Для того, чтобы он вот так вот изогнулся у меня. Вот видим. И пошел потом вверх. Это надо мне для того, чтобы просто ее подальше от радиатора поршневой удалить, чтобы он не перегревался, этот шланг. Ну и теперь посмотрим, что у нас вообще здесь есть. Ну, вот это кранчик подачи топлива, я так понимаю. Это у нас открывает заслонку. Вот этот рычажок, видим, как заслонка ходит. Дальше тут пружинки стоят. Но это вдруг кому надо. Регулировочный винт. Он регулирует, чтобы не подать больше оборотов, чем положено. Вот, видим его функцию. То есть, вот когда подаете обороты, вот этот рычаг упирается и не дает дальше дать еще газу.
Ну и в принципе больше здесь вот еще какой-то регулировочный винт. Ну и функцию его я не знаю покуда, потом буду изучать. Ну и в принципе все из такого. Теперь можно уже будет собирать все это. Да, шланг сначала продеваем вот сюда, вот в это место. Потом надеваем на выход, на сосок. Так будет удобнее намного. Это я уже тут промучился, продевал его. Ну, ничего страшного, но все равно, на всякий случай скажу. Здесь еще есть, я так понимаю, два болтика. И вот болтик, чтобы бензин стачивать. То есть, если там водичка накопилась или еще что-то, вот этот вот болтик откручиваешь, и он стачивается. Но это я так думаю. Может, там еще какая-то функция есть. Я не разбирал еще этот карбюратор, не смотрел. Ну и теперь можно ставить и собирать. Ставить будем... Вот так он тут элементарно. Сейчас оденем шланг на вот эту. И тут аккуратно он пластмассовый, чтобы вот эту вот хрень не поломать. Потому что если поломаете все это попа, это она стоит там не знаю сколько, но ее попробуй еще найди. Как бы не было такого, чтобы она только в сборе с этим баком не продавалась. Ну, сейчас соберу и дальше посмотрим. Вот, видим, я одел. И теперь что делаем? Как бы опускаем вот этот бак, и вся трубка, она уходит у меня вот сюда. То есть подальше от радиатора ее надо опускать. Ну, в принципе, он уже сел. Все, теперь закручиваем все болтики, гаечки, винтики. И, в принципе, на этом наша сборка закончена бака. А вот здесь вот сейчас будем тоже все закручивать. Это я тоже покажу. А то разобрал и не показал. Ну, не думал снимать видео. Ну, и сейчас все это дело сделаем. Давайте. Сейчас закручу сюда болтик и сюда гаечки, чтобы оно просто не болталось. Ну, тут, в принципе, вот такие вот гаечки закручиваются. Тут перепутать довольно-таки проблематично и сложно. Потом подожму на 13. Этот болтик у нас, вот он, на 8. Его закручиваем вот сюда. Вот тут надо будет вам, по всей видимости, специфический инструмент. Ну, у меня есть вот такая вот штука. Я нею буду закручивать. Но это показывать уже не буду. Буду показывать, когда вот это все буду на место ставить. Ну, теперь нам осталось собрать это все до кучи. Видим, фильтр я уже собрал. Его можно было и не снимать. То есть открутить два вот этих вот, две гайки. И вот это вот снимать. Не забывайте про вот эту вот прокладку обязательно. Дальше, там есть трубочка, ее надо будет воткнуть там в одно отверстие. Но сейчас это мы все продемонстрируем. Так, вот это мы вот так защелкиваем. Так, и теперь вставляем. То есть два болтика и все. И вот эта вот трубка, видите? Вот она. Ее надо будет вставлять вот туда. Сразу ее туда вставьте. Ну и все, в принципе, можно будет закручивать теперь. Вот эти рычажки поставили вот такое положение. Теперь можно уже обратно их поставить. Там вроде бы уже ничего не мешает. Вот, трубка на месте. Ну и закручиваем гайки. Желательно, конечно, иметь трубчатый ключ на 10. Вот. Ну, я наборчиком своим пользуюсь. Вот так. И тут постепенно чуть-чуть одну, чуть-чуть другую, чтобы оно равномерно у вас заходило. Сейчас мы его переключим, ключ. То есть вот это, вот так, вот так. Ну, закрутили, а потом
Вот это у нас бензин закрыт, это у нас бензин открыт, вот это закрыта заслонка, то есть идет обогащенная смесь. Вот этот рычажок при первом запуске делаем сюда. Завелся мотоблок, мы его обратно. На этом все. Сейчас закручу, да буду заводить. Всем пока, до новых встреч.